Пойдем чаем греть Рому. Все, делай стоп, перерыв. Я тебе тут чай принесла погреться. И давай поздороваемся с нашими зрителями. Всем привет! Привет! Вы на канале «С города на дачу». Расскажи, Ром, что ты сейчас делаешь? Разбиваю старые ступеньки, которые шли у нас в мастерскую, потому что здесь, рядышком с домом, мы уже не будем строить здание, будет немного дальше. А поскольку здесь такая неровная площадка, нужно этот весь бетон сбить, выровнять, а тогда уже можно и дальше что-то делать. Но для тех, кто смотрит нас впервые, я немного расскажу о нашей ситуации. Дело в том, что мы проживаем сейчас почти постоянно на даче из-за того, что в сентябре месяце наш поселок страдал от чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Пожары охватили буквально наш весь поселок, и немного пострадали также и мы. Дом у нас уцелел, дом отбили от пожара, ну а все хозпостройки, которые находились на правой стороне, они у нас горели. В частности, здесь вот мастерская или летняя старая кухня, дровник, и поэтому мы продолжаем восхищать нашу территорию. Ну и в частности, как Рома сказал, мы убираем вот оставшиеся ступеньки, которые нам здесь уже не понадобятся. Да, работы у нас немало, будем еще сегодня обивать окна в доме, готовиться на зиму, разбирать вот этот поддон, тут еще есть хорошие доски. Ну и я сегодня буду осваивать новый инструмент. Переживаю, получится ли у меня на нем работать или нет. Я уверена, у тебя все получится. Спасибо, буду стараться. Да. Пойдем немного отдохнем, попьем кофе и продолжим работу. А у меня чай. Ну а теперь нужно все это забрать и выровнять в нашу сторону, где будет забор идти. Потому что, видно, погрузчик много земли забрал, вывез, а нам теперь не хватает. Ну как раз применим этот строймусор. Заехали. Не знаю, на камере будет видно или нет, но вот тут, смотрите, такое большое углубление. Его бы заполнить, потому что вода всегда будет сливаться и будет смывать это все. Нам бы это заполнить, а здесь, вот где нитку натянули, здесь будет забор. Оп. Это пол от нашей мастерской. Здесь есть сгнившие доски, но есть и хорошие. Вот из них мы хотим попробовать смастерить высокие грядки. Или теплые, как правильно их называют. Вот. Поэтому сейчас я их отнесу, перенесу на другое место. И как раз здесь все освободится. В целом доски очень хорошие. Единственное, здесь есть большие гвозди. Ну, Рома, когда освободится, он их спилит болгаркой. Вот. Немного здесь кора, правда, вот заняла. А так доска под ней очень добротная. Поэтому можно сказать, что все доски, ну, которые здесь мы оставляем, вот собираем, они все пойдут в дело. Да, доски не столько, сколько бы хотелось, но сколько есть, столько есть. Сейчас пообрезаю эти гвозди, чтобы мы не поранились. Вот, и никто не поранился. Так, гвозди все обрезаны. Теперь подровняем все доски по размеру, чтобы они были одинаковыми. И можно собирать каркас этой высокой грядки. Так, собирать, наверное, будем вот здесь.
начистим, чтобы там не месить грязь. А потом поднимем ее и перенесем. Или так, перекантую. За одну сторону, потом за вторую. Интересно, сколько нужно в ряд досок. Ну, попробуем по 3 доски в ряд. И вот такой, да? По 2 в длину, по 3 в высоту. Как раз должно доски на это хватить. Ширину грядки будем делать примерно метр. Вот такие короткие доски я уже приготовил. И скреплять будем с помощью шуруповерта и саморезов. Так, установили на огороде мы нашу грядку. Сейчас немножко выровняем. Альфа, ты опять за граблями? Я уже и забыл, как ты бегаешь за ними. Она ждала, Ждала, Альфуша. Ну вот и получилось, что материал не будет лежать без дела. И получилась вот такая вот у нас грядка, да? Да, может быть она трошки кривоватая, ну потому что доски тоже неравномерно. Потому что мы ее слепили из того, что было. Это точно, да. Да, ну, это наша первая высокая грядка здесь, на участке, на огороде. Альфа послушная, не залазит на грядку, да? Молодец. Пол на доске разобрали, осталось унести вот эти балки. Так, сейчас я подлезу под середину, сделаю такое, как бы, противовес, коромысло, и легче будет нести. Опа! О, и правда не тяжело. Положу его за забором у нас, там где остальные дрова. А когда время будет, распилю. Так, вот тут. Раз, два, три. Фух. Отнес бревна. А теперь пойду Викочке помогать. Там вроде она хотела разобраться с чем-то. Нам тут недавно предложили на обзор вот такой вот интересный обогреватель от Deichmann. Этот обогреватель на пульте управления. Плюс нас впечатлил его функционал, поэтому мы с удовольствием согласились его протестировать и показать вам. Кстати, по весу он легкий. Сейчас мы его с вами распакуем, посмотрим, как он выглядит. А придет Рома, и мы его вместе запустим. Кстати, здесь есть сверху и снизу вот такие вот мягкие подложки, поэтому за сохранность обогревателя при транспортировке можно не переживать. Также здесь имеется руководство по эксплуатации и гарантийный талон на 2 года. Ух ты, посмотрите, какой он стильный, красивый, и я думаю, что он отлично подошел бы в качестве подарка. Ты тут уже достал его, да? Да, мне Да. так понравился. Мне тоже красивый. Давай на пол поставим и проверим, как он работает. Давай. А пульт есть? Тут пульта не было. Ладно, давай на пол поставим, потом подумаем. Так, что тут написано? Снимите защитную пленку. И пульт дистанционного управления находится под панелью управления. А, под этой штукой. Так, давай, сними. Так, надо закрывать. Что я открываю? Так, аккуратненько. Опа. И вот он пульт. Запускать обогреватель, а также пользоваться программами можно как с помощью сенсорного управления на LED-дисплее, также можно и дистанционно с помощью вот такого маленького пульта. А теперь достанем пластиковый язычок, чтобы запустить батарейку. Оп. Так, ну что, давай наконец-то уже включим его. Давай, солнышко. Запускаем. Итак, при запуске автоматически запускается режим с высокой скоростью обогрева и температурой 35 градусов. А ну пробуй. Ого-го! Угу. Отлично греет. Ну, греет не 35,
наверное, все 70-80. Ну, очень горячий воздух. Ну что, на другой режим переключаем? Да, Вот. этот режим более с низкой скоростью обогрева, но все с той же температурой 35 градусов. Да, также хорошо греет, но тише работает, да? Да. И И, дует не так сильно. да, точно, классно. Третий режим называется эко. Да, написано. При этом режиме можно самим регулировать температуру с помощью кнопочек плюс и минус. 27 градусов выставила. А я 25. Хорошо. Последний режим – это вентилятор без обогрева. Переключаем, и он загорается синим цветом. Кстати, обогреватель, он еще может вращаться на 45 градусов и в одну, и в другую сторону. Да. Я сейчас хочу с помощью пульта это проверить. Давай. Сейчас с кровати туда. Ух ты. Крутится. Молодец. Дует? Крутится и дует, да. Если вам интересно, то мощность обогревателя 2 киловатта. Нагревательный элемент выполнен из керамики и внутри встроено два мощных вентилятора, благодаря чему комнату можно обогреть очень быстро. А самое главное, что такой прибор оснащен защитой от перегрева и случайного опрокидывания. И при возникновении такого случая он автоматически выключается всего за несколько секунд. А ну, сейчас проверим. На какую? На мою сторону. Ну давай, Оп, выключился. выключился, да? Наверное, там снизу такая кнопочка специально есть. Раз, включился. А ну, еще раз. Оп, и выключается моментально. Хорошая, полезная штука, да? Если есть дети или вот такие вот котейки рыжонтые. Обогреватели от Daickmann будут отличным решением для быстрого обогрева комнаты как в квартире, так и на даче. И, кстати, на него сейчас действуют хорошие скидки. Нам он очень понравился. Если вам тоже, то переходите по ссылочке в описании под этим видео. Персик, тебе тоже здесь тепло? Пригрелся уже, да? Но нам надо идти работать дальше. Да, пойдем. И персика покормлю. Пойдем. И пойдем Ой. поработаем. О, Он же такой разморила его. кабанчик. Разморила его. С наступлением холодов и сильными ветрами, как вы заметили, у нас это частое явление, все-таки нам придется сделать то, чего я не хочу, но надо. Мы будем утеплять это окно с помощью клеенки. Старый дедовский метод, но все-таки поможет нам сохранить тепло в этой комнате. Да, клеенку мы уже подготовили. Держи. Вот, и подготовили уже штапики, взяли мы новые, потому что старое все оно сгорело в пожаре. Мы всегда обивали окна изнутри, но из-за этого часто бывало, что подоконник становился мокрым, рама становилась мокрым и даже все оно плесневело. А сегодня мы хотим попробовать обить оттуда, снаружи, с улицы. Не знаю, вроде такой совет хороший, ну попробуем, выдержит ли такая клеенка. Мы взяли двуслойную. Выдержит, не выдержит, потом тоже вам расскажем. Что, не хочется тебе, да, оббивать окно? Не хочется, но будет как-то некрасиво. Да ничего страшного, шторку свою повесишь, и это все спрячется, будет нормально. Хорошо, шторка решение проблемы, в принципе, да. Ладно, так уж и быть, годик еще потерплю. Потерпи, пожалуйста. А железяку, да, тут я буду. Вверхну, Ага. вверхну, вверху забьем. Текс. Может, перчатки дать, да? Нет. Ну, как раз. Так, держи. Хорошо отрезали. Правильно. Делюсь с Викулечкой работой. А то скажет, забрал себе всю славу. Все обил. Хорошо у тебя получается, Лень. Даже лучше, чем у меня. Годы тренировок на даче. Возьму тебе
твой личный молоток будет и гвозди. Молодец. Все, теперь будет нам очень-очень тепло. Хоть и не очень красиво, но очень тепло. Зато тепло. Я переоделся, одел такой концертный пиджак, джинсы плотные, такие ботиночки, чтобы сюда ничего не залетало, ну и джинсы сверху натянул. Все это потому, что у нас на днях появился сварочный, я сегодня буду учиться варить. Сварочный такой маленький, компактный, легкий, вообще не знаю, будет ли он работать или нет. Сейчас вынесу и покажу вам его. Вот он, смотрите какой. Маленький, можно поднять буквально одним пальцем. Сейчас вынесу еще инструкцию, рукава и расскажу, почему взяли именно этот. Вот они рукава. Кстати, маску тоже взял. Маска хамелеон. Оп, так, держись, не падай. Рукава и инструкция. В общем, поскольку в сварке я полный ноль, для меня самое главное было определиться, лучше взять полуавтомат или обычную такую сварку электродом. Я посмотрел несколько видеороликов, и одни советуют одно, другие другое. Думаю, что же взять? А оказывается, есть такие устройства, которые соединяют в себя несколько таких видов или как режимов сварки. А у меня вообще сварочный, смотрите, 5 в одном. Сейчас в инструкции прочитаю, какие тут есть режимы. Тут есть режим МИГ, полуавтоматическая сварка в среде инертных газов, МАГ, сварка в среде активных газов, флюкс, полуавтоматическая сварка с самозащитной порошковой проволокой, ММА, это как раз электродом, и режим ТИК, лифт, аргонно-дуговая сварка, не плавящаяся электродом на постоянном токе. В общем, как говорится, ничего не понял, но очень интересно. Да, для меня самое главное, что там есть проволокой, там можно варить без газа или электродом. Проволоку такую я уже заказал, она должна прийти на неделе, но сегодня буду учиться варить электродом. В общем, кто варить не умеет, будет учиться вместе со мной, а кто умеет, у того появится много советов и комментариев. Я этого не стесняюсь, пишите, подсказывайте, чтобы я лучше научился варить. Варить буду здесь, где нет ничего горючего. Здесь мы послаживали некоторые шлакоблоки. Вот. Поэтому я уверен, что тут ничего не загорится, и можно пробовать учиться даже такому неопытному, вообще неопытному сварщику, как я. Так, здесь у нас еще куча металлолома, который мы скоро сдадим и немножко заработаем денежек. Возьму такие 2 кривых ненужных уголка, буду на них тренироваться. Кстати, там еще советовали, нужно взять такие перчатки огнеупорные, называются, кажется, краги. Вот, я их тоже заказал, на следующую неделю придут. Но пока сегодня поработаю в этих. Сюда их положу. Кстати, когда приезжал мой друг, варил нам калитку, он говорил, что катушку нужно разматывать полностью. Так, итог будет лучше поступать. Ну и кабель останется целым. Так, полностью размотаю. Все, теперь можно работать. Кстати, проволока вот здесь где-то наматывается. А ну, сейчас я приоткрою. Ага, тут надо нажимать. Оп. Видите, тут такая катушка, пружинка. Но потом, когда проволока придет, будем пробовать подключать. А сегодня так поработаю. На рынке поспрашивал, мне посоветовали электроды 3 взять. Это хорошо и для начинающих, ну и для таких уже профессионалов тоже. Какое у меня монтирование сегодня. О, так я еще никогда не готовила. А у меня сегодня настроение приготовить что-нибудь на улице. Что-нибудь дачное, вкусное и очень сытное. Сегодня у нас небольшой ветер, поэтому разжигать мангал я не буду. И в приготовлении мне поможет вот такая вот старенькая электропечь. Ну и готовить я буду сегодня дачное рагу. Что такое дачное рагу? Это рагу, приготовленное из всего, что есть у вас в холодильнике. Ну и в холодильнике у меня были овощи и также кусочек свинины. Из овощей у меня были картофель, лук, морковь, также тыква. Мы показывали, что у нас небольшой урожай тыквы порадовал в этом году. Ну а из мяса вот такой вот кусочек свинины, который Рома покупает на рынке у одного фермера. Аромат. Тома, ты тоже это слышишь, да? Так, ну сальная корочка нам не нужна, поэтому я ее сейчас срежу, поделю и раздам животным.
Веснушка. Держи. Персик, 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 персик. Бежи, бежи, мальчик. На. Так, а это отнесу собачкам. Здесь у нас плюс-минус, а у нас все равно, да, как подсоединять. Ну, в общем, если на плюс, там где электрод, то оно будет греться больше. Или где заземление. Ну, давайте сегодня подсоединим там, где электрод. Попробую, как так будет варить. Так, а заземление на минус. И поверхность железяки хорошенько зачищу болгаркой, чтобы ток проходил. На эту сторону подключу заземление. А варить буду там, подальше с той стороны. Электрод один. И зажимаю вот здесь. Так, зажался? Вроде да. Так, включаем. Загудел. Задышал. Значит, работает. Вот, а теперь выбираем режим сварки. СО2, аргон. Нам нужно ММА. Раз, два, три, четыре. О, засветило зелененьким. И теперь силу тока. Кто-то говорил, что в пределах 80, 90, 95, 96 ставлю. И так попробую. Ну а теперь проверяю маску. Здесь в середине есть специальная кнопка, называется тест. На нее нажимаешь. Вот, и стекло должно затемняться. Смотрите, раз, темное. О, срабатывает. Отлично, срабатывает очень быстро, значит глаза останутся у меня целыми. Примеряю. Подойдет, нет? О, одевается. О, я прям как настоящий терминатор себя чувствую. А пока буду нарезать сало кусочками, хочу обжарить картофель. Совсем немножечко, придать ему вкус. Так, сало нарезаю небольшими кубиками. А картошечка шкварчит. Такой классный звук. Ну как ты тут стоишь перед приготовлением на улице, а? Эх, красота. Так, нарезали кусочками. И сейчас помешаю картофель. Сейчас он немножко еще обжарится, и я его вытащу и буду обжаривать сало и постепенно добавлять овощи. Красота. Сразу буду сам пробовать применять советы, те, которые слышал в видеороликах, и вам рассказывать то, что я делаю. Вначале нужно попробовать просто добыть ток, то есть дотронуться, и чтобы пошла искра. Ну а когда электрод прилипнет к железу, вот такими движениями в стороны и на себя пробовать его отрывать. И так несколько раз. Прилип, в стороны, оторвал. Прилип, в стороны, оторвал. Но сейчас попробую. Переживаю, правда. Хоть бы у самого получилось то, о чем вам рассказываю. Так, закрываю, прячу лицо. Вот, и пробую. О, есть. Ага, хорошо варит. Гляньте, прям. А ну сейчас прилипну и попробую отодрать. Оп, оп, и на себя. Ага. Ну интересно, что-то получается. Теперь буду пробовать наваривать. То есть подношу электрод не до самого железа. Остается миллиметра 2-3, может быть чуть-чуть больше. И буду пробовать наваривать такую шайбочку. Не знаю, получится или нет, или опять будет прилипать. Но сейчас буду пробовать. Что-то варит. Так, а ну смотрим, что тут получилось. Ну, откровенно говоря, шайбочкой это назвать трудно. Просто потому, что металл под уклоном. Если я сейчас его немножко разверну, вот так, да? Тогда не будет эта окалина стекать, и может быть шайбочка получится более ровной.
Итак, картофель я нарезала крупными кубиками, слегка обжарила. Осталось немного масла, и теперь я буду постепенно обжаривать мясо, а потом добавлять овощи. Какая красота! Как оно аппетитно шкварчит! Супер! Какой аромат! Сало поджарилось. И здесь такие ароматы на всю дачу, на весь поселок. А теперь буду добавлять овощи. Первым у нас пойдет лук. О, супер! Слюнки так и текут уже. У меня еще есть вот такой специальный молоток, это чтобы окалину сбивать. Вообще мне сказали, чем будешь больше пробовать, тем будет лучше получаться. Скажу честно, мне это очень интересно. Пока еще ничего не получается, ну вот, смотрите, сколько электрода уже спалил. Пол электрода уже есть. Сейчас еще буду пробовать несколько раз. Вот такие полосочки, конечно, кривые, неаккуратные. Но для первого раза в жизни, я думаю, сойдет. Смотрите, что-то где-то проваривается. Сейчас, думаю, пойду выберу еще какие-нибудь 2 железячки и попробую сварить их так или, может быть, так. Интересно, а может получится. Итак, лук слегка поджарился. И теперь я буду добавлять тертую морковь и тыкву. Кто-то к нам идет уже на обед. Овощи пустили сок, рагу становится сочным, аппетитным. Так, ну а я пока уберу лишнюю посуду. Убираю пока на подоконник, потому что не хочу уходить, уносить в дом, чтобы не оставлять печь без присмотра. Ну и скорее всего, что вы спросите, а как же капуста? Ведь капуста в рагу обязательный ингредиент. Но так как это дачное рагу, а на даче капуста не всегда имеется, поэтому сегодня мое рагу будет без капусты. Вот такие разные железячки ненужные я принес. Сейчас буду пробовать их вместе сваривать. Так, ну, может быть, на вот эту штуку наварю вот эту. Вот так вот и попробую пройтись по углу. Угу, есть. Так, надо присматриваться хорошо, потому что затемняет сразу. Так, что-то наваривает. Ладно, сейчас так пройдусь по кромке, а потом сниму маску, посмотрю. Так, смотрю. Ну, откровенно говоря, это ужас. Так, ну уже скоро будет заходить солнце. Наверное, на сегодня хватит. Я пересплю с этими мыслями. Еще, может, посмотрю несколько инструкций, несколько видеороликов. И завтра попробую что-нибудь сварить, что-нибудь нормальное. Так, ну и завершающий этап. Добавить все ингредиенты недостающие. Это картофель, который мы ранее поджарили. Так, добавим. Теперь можно посолить. Так, и добавлю приправы. Буду добавлять универсальную приправу с добавлением копченого перца. Ну и, конечно же, этот перец висит здесь у меня не для красоты. Так, добавим несколько вот таких перчин. И после приготовления он становится мягкий, вкусный
Ну и блюдо с добавлением перца становится очень ароматным. Так, думаю, 4 штучки. Ну и 5 добавим небольшой перец. Все. Теперь можно залить водой. Ветер с моря дул. Только у нас не море, а посадки. Добавлю воды с чайника. Совсем немного. А то если много, то это уже получится борщ. Против борща мы ничего не имеем, но сегодня мы готовим рагу. Так, все. Накрываю крышкой и оставляю томиться. Так, ну теперь самое время звать Рому. Ой, персик. Рома, иди кушать. А то сейчас котики все съедят. Кстати, недавно встретил нашего знакомого, он тоже наши видеоролики смотрит, он говорит, когда мы садимся с женой, что-нибудь приготовим, кушаем, и тоже говорим так, как вкусно, как в ваших роликах. Посмотрят нас и тоже так копируют. Так что, Олег, если ты смотришь это видео, приятного тебе аппетита. Как вкусно. Красота. Очень вкусно. Сегодня с самого утра пробую варить. Уже использовал, наверное, пол-пачки электродов. Наварил, сейчас покажу, всяких ненужных вещей. Пробовал приваривать вот такие костыли к уголку. Вот этот, смотрите, уголок приварил 1 к 1. Вот такое пробовал. Конечно, оно все косо, криво. Да, тут есть какие-то пропуски, но тем не менее держится. Даже сделал вот такой маленький молоточек, чтобы оббивать окалину. Шатается телефон, потому что сегодня у нас ветер поднялся. Одно я понял, в моем случае, в случае новичка, лучше варить не как я вчера пробовал, да, без отрыва электрода, потому что несколько раз я проваривал, прям были дырки в профиле, вот, и много пробелов. А так, точечно. Одну точечку поставил, приварил, несколько миллиметров уступил, еще одну. Несколько миллиметров уступил, еще одну. И так продвигаться по всей линии. Но сейчас хочу пойти и сделать что-нибудь полезное для нашей дачи. Не так просто электроды прожигать. О, персик пришел. Но что-нибудь сделать полезное. Например, некоторые из вас писали в комментариях, что было бы хорошо закрыть вот эту дырку и приварить здесь какую-то струну или прутик. Вот, чтобы дырки не было и рабица была хорошо натянута. Высота прута должна быть у нас сколько? 145 сантиметров. После пожара у нас много железа осталось. Сейчас пойду посмотрю, там что-нибудь подходящее выберу. Персик, пошли со мной. Персик, пошли. Кс-кс. Так, здесь мы послаживали. Так, вот такие. Это маленькая. Вот такой длинный. Вот такой. Сейчас молотком выровняю. И можно будет его приварить. Сейчас продену в рабицу. О, ну держится хорошо. Самое главное, чтобы держалось. Сейчас еще тут зачищу, чтобы было красиво. И можно будет покрасить, и вообще будет здорово. Ну и для уверенности еще прихвачу с той стороны, чтобы уже точно никто не оторвал. Вот тут попробую сверху. Правда, я тут плохо зачистил. Ну, попробую, может возьмется. Так, о, вот теперь точно прихватилось. Ну, все, не оторвешь. Отлично. Да, наверное, эту работу можно было бы сделать и поаккуратней, но это мой первый раз. Если она продержится год, 2 или больше, это будет здорово. Первый раз, когда я что-то сделал, приварил своими руками и полезное, нужное для нашей дачи.
сварщик. Еще потом закрасим зеленой краской. Будет красиво и вообще не будет видно, что кто-то там что-то варил. Так, выношу. А у нас с самого утра сильный ветер, метель была. Даже, Да. как видите, немножко выпало снега. Сейчас где-то минус, +1. Вот это в районе нуля колеблется температура. Да, надолго ли снег, не знаем, но мы сегодня порадовались. Веснушке, видно, снег понравился, персику не очень, да, Веснушка? Это для них первый снег. Первый снег в их жизни. Для них это первый снег. Как видите, они тут прыгают, балуются. И нам за этим очень интересно наблюдать. Ну, мы все, что успели за неделю сделать, вам показали в этом видео. У нас работы продолжаются. Всем спасибо за просмотр, за хорошие комментарии в прошлых видео, за пожелания, за такую мотивацию и вдохновение продолжать жить, трудиться, работать и снимать видео для вас. Так что мы стараемся, и вы поддержите нас своими комментариями. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Там всегда приходят уведомления о новых видеороликах. На этом будем заканчивать наше видео сегодняшнее. Да, желаем всем крепкого здоровья. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И ты прощался, да? Скажи, я тоже хотел сказать пока-пока. И пойдемте в хатку прятаться.